США сегодня оказались ничем не защищенными, в том числе и ФБР, и армией, потому что и там есть предатели. На войне всегда есть предатели, а это и есть война. И когда большевики захватывали власть, тоже были предатели. И на любой войне есть предатели. В этом и ужас. В этом и ужас. Но я-то считаю, как и в Конституции, так сказать, в законах США, в традиции, в литературе, даже в прессе, вы все знаете, что есть право на восстание. Я абсолютно убежден, что граждане США, которые ответственны за свою страну, за себя, за семью, за свою жизнь, за свои деньги, за свои дома, имеют право на восстание и должны это сделать. Трамп абсолютно объективно по голосам официально победил. И он должен быть президентом. Но мы знаем, что имеет место почти 9 миллионов, там по-разному считают, но 9 миллионов фальсификаций. Это помимо того, что вообще все выборы это нелегитимно, потому что пресса обязана освещать объективно, жить все эти годы объективно, но полный запрет на любую негативную информацию о Байдене, а это коррупционер и дегенерат, а его сын наркоман и преступник, полный запрет на эту информацию и постоянная ежедневная клевета и просто ненависть к Трампу. Соответственно, это то, что мы критикуем в России, да, когда есть административный ресурс, а этот административный ресурс, он сам по себе действует в прессе по, так сказать, по линии болезни левизны. Да? Поэтому это то же самое. Когда говорят, что там выборы Путина или Конституция путинская, или там выборы мэра какого-то у нас в России, они, значит, нечестные и говорят про карусели, вбросы. Но поймите, помимо каруселей и вбросов, самое это главное, и в чем еще административный ресурс, что вся пресса, она работает на ядро, она работает на Путина, и она, соответственно, дискредитирует в том числе и клеветой протестные движения и так далее, и так далее. И поэтому автоматически уже до выборов то, что формируется в сознании граждан, это уже как бы фальсификация. То же самое происходит последние годы в США. Абсолютно то же самое, только административный ресурс, он состоит из других частей источников. С одной стороны, это и есть административный ресурс государственной демократической партии, вот этой левацкой фашистской организации. С другой стороны, огромное количество присосавшихся таких фондов типа Сороса. И с третьей стороны, конечно, вот это лобби китайское, венесуэльское, это то, что спонсирует левых фашистов в США для расшатывания ситуации, чтобы США не могло заниматься правами человека внутри себя и в мире. И вот все это, да, создает ситуацию, при которой честные объективные выборы невозможны изначально, еще до фальсификации, которая произошла в ночь с 3 на 4 ноября. И почему говорю о восстании? Хотя, видите, я очень такой, бюргерски спокойный, интеллигентный человек, ну уж какое восстание, да, но восстание только потому, что ни один бюргер не будет иметь своей собственности, если придет к власти, даже не Байден, я повторю, что под Байденом вот эта чумазая Камала и вся эта шваль, это будет то, что мы наблюдали летом, это будет, вот то, что вы видите там, Детройт и так далее, будет везде, то, что вы видели в Нью-Йорке, оно будет в Техасе, везде будут разбиты магазины, везде будут сожженные улицы, везде будут полусожженные города, везде, значит, фашисты и дегенераты и мародеры из БЛМ будут врываться в дома и убивать, вот как, значит, животное, это Джордж Флойд, который, по счастью, сдох, да, он же уже врывался в чужие дома, уже приставлял к беременной женщине белый пистолет, и перед этим существом на колени встал выблядок Байден. И любой человек, который поддерживает и приветствует, значит, возможную победу Байдена, это выблядок и, с моей точки зрения, преступник, потому что он преступник против всей нашей цивилизации. Человек, который встал на колени перед бандитом, это преступник, и это тот, кто не имеет чести. Это самое главное для западной цивилизации — честь, которая сегодня поругана в Европе и в США, поругана леваками. Поэтому я повторяю, что восстание необходимо. Оружие есть у приличных людей в США, и, к сожалению, у неприличных, но оружие есть, там оно официально разрешено. И сейчас, когда вот это, значит, 45 на 55, пока не дали
права голосовать дикарям, что, так сказать, они хотят сделать буквально сразу после прихода к власти, пока есть возможность, пока у вас есть легитимная возможность для восстания, пока у вас есть все основания и смысл, потом будет поздно. Я вам скажу, как будет. Сейчас никакого восстания не будет. Потому что они еще думают, что любой человек думает, что на его жизнь 10, 20, 40 лет хватит. Не хватит. Все лето дикари жгли города США. В Европе режут, отрезают голову мусульманские террористы, не хватит. И они это поймут с первыми закончиками, антизакончиками, которые ведет Камала, если, значит, устроит победу Байдена. Они это будут понимать и опять будут терпеть, пока их будут сжигать дальше, и все это будет ухудшаться. Потом будет, через несколько лет будет попытка этого восстания, но уже будет поздно, потому что те наплодятся, напустят дикарей, впустят своих еще больше в полицию, деморализуют приличную часть полиции, то есть еще меньше будет шансов на победу. Вот сейчас есть шанс, который, я абсолютно убежден, будет упущен. Если, значит, у Трампа, абсолютно очевидно, и к этому есть все документальные подтверждения, он победил на 9 миллионов. Да? Сегодня все это доказано. Вот я собрал информацию, она вся в открытом доступе. Вы можете войти в YouTube, есть все в роликах, есть все в интернете. Все это была замечательная пресс-конференция, значит, Рудика. Вот, и я считаю, что любой может это, так сказать, найти, не будем тратить на это время, но вот если даже 1, 2, 3% есть, что Трамп это сможет доказать в судах, которые уже, я имею в виду не верховные, а, так сказать, местные, и в Штатах, и в прокурорах, они тоже левые, если он даже докажет и станет еще раз президентом, здесь это радость, но радоваться-то чему? Его уже все действия Трампа практически саботировали, его приказы саботировали эти 4 года. Сейчас саботаж будет гораздо сильнее. И он единственный противостоял Китаю. Из Китая появился этот вирус, который наносит урон экономике, а люди идиоты, они не понимают, что вина же не Трампа, а Китая. Они просто идиоты, а Трамп боролся с Китаем, его не слушали. Вот, они, естественно, будут, ой, у нас плохой президент и так далее. То есть это все равно будет невозможность управления США Трампом, да, даже если он сможет юридически сейчас победить. Понимаете? Поэтому восстание нужно для чего? Чтобы физически выбросить из Конгресса преступников, левых фашистов и пособников террористов. Принять другие законы, прежде всего поправку принятия о том, что может голосовать на любых выборах только налогоплательщик, да еще бы какой-нибудь серьезный ценз и так далее. И вот Рудик Джулиани, замечательно была пресс-конференция на днях. Я считаю, что вы должны внимательно ее изучить. Вот, там все доказательства, в общем, там очень интересные подробности, откуда исходило финансирование, контроль, вот эта, так сказать, фирма Dominion и так далее. Кстати, вот иногда называют уже США страной Dominion, да, в честь этого преступления недавнего, да. Ну вот, сейчас я вам скажу. Да, Dominion, и названные Руди Джулиани и Сидни Пауэлл дали пресс-конференцию, назвали, так сказать, рассказали о всей структуре, схеме, кстати говоря, о структуре и схеме, как это все действовало, как происходили фальсификации. Я все это в Твиттере регулярно, вот все эти дни, каждый день, схемы, прямо откуда черточку, куда что, все проверяем, можете войти, выложенные скрины, документы, все есть, можете посмотреть. И откуда брали голоса людей, которые давно умерли, вот эти, так сказать, стали уже делать мемы с плывущие по реке гробики, и написано, что это электорат, выборщики Байдена. Все это есть. То есть вот эти дни, каждый день в Твиттере я документально это все освещал. Но вот я повторяю, к сожалению, сегодня Конституция США, она во многом устарела, потому что размылся
размылся состав избирателей, населения, и прочие законы облепили Конституцию вот этими, так вот как ракушки, этот корабль может скоро пойти ко дну с таким количеством налепленных за 200 лет этих ракушек. Поэтому надо очищать. Очищать может только физически, вот как вот, да, ракушки с корабля, да, значит, как, ну вот там ножом, а здесь восстание, только восстание. К этому придут поздно, я повторяю, это один вариант. Потому что надо просто убирать леваков из Конгресса и переголосовывать все, принимать новые законы. Но сейчас восстание, бюргеры не пойдут на восстание, а когда уже будут на них нападать каждый день, и когда они поймут, что надо отстреливаться, уже будет физически поздно.